Дорогие наши туристы, подписчики, всем привет! Меня зовут Ольга, я вас приветствую на канале Kiwi Tour. Сегодня я хочу рассказать вам об отеле, который располагается в Абхазии, и называется он «Россия». Многие, я уверена, слышали о нем. Может, кто-то уже и забронировался, может, кто-то сейчас отдыхает, кто смотрит мое видео. Мы здесь живем уже сутки. Специально сняли отель на 3 дня, чтобы максимально на себе прочувствовать, понять все плюсы, минусы, нюансы, так как отель большой, номерной фонд огромный. И я понимаю, что, скорее всего, когда будет пик сезона, все гостевые дома, отели будут на стопе, и мы, конечно же, будем продавать и этот отель. И я хочу, чтобы мои туристы знали все подводные камни об этом отеле, поэтому в течение всего видео будет честный и подробный обзор об отеле «Россия». Ну и, конечно, я хочу отметить важный момент, друзья. Этот отель сейчас самый выгодный в Абхазии на полном пансионе. В мае средняя цена 2000 на двоих в сутки с питанием завтрак, обед и ужин. А что касается июня, в июне этот отель стоит в среднем 3300-3500 в сутки, тоже с полным пансионом на двоих. Специально вчера посмотрела все отели по стоимости. «Россия» самая выгодная. Поэтому судить строго ее не будем, так как это самый бюджетный вариант на данный момент. Сейчас я покажу вам наш номер. У нас номер стандарт. Живем мы на 12 этаже, номер с балконом. Мы здесь уже живем сутки. К сожалению, сразу при заселении не удалось снять обзор, потому что было уже темно. Итак, рассказываю, что мы здесь имеем. Двухспальная кровать, есть номера с 2 раздельными кроватями, есть стол, в принципе, удобно работать, стульчик, телевизор, зеркало. И сейчас подскажу вам, какой вид открывается у нас. Есть 2 варианта, то есть вид есть на море, как у нас, и есть вид с другой стороны на горы, но тоже там вид очень красивый. Что касается балкона, посмотрите, на балконе стульчиков нет, но можно вынести как раз 2 стула с комнаты и прекрасненько здесь посидеть. Это бассейн, он принадлежит отелю. Как видите, все купаются. У нас сейчас, наверное, градуса 22, на солнышке очень тепло. Бассейн не подогревается, но он сейчас уже очень хорошая стоит погода солнечная, поэтому он сам по себе уже прогревается. И вот такая панорама открывается на море. В номере есть холодильник, что очень удобно, и водичка не предоставляется, да, то есть тоже это учитывайте, но здесь в 5 минутах ходьбы есть магазинчики, то есть все можно приобрести. Также на 1 этаже в лобби есть бар, который работает с 9 до 10 вечера, там также можно приобрести воду, напитки. Хочу вам показать вид из номера в другую сторону, на горы. Смотрите, какая красота открывается. На горы, на город Гудауту. С этой стороны моря. Как видите, город сам по себе очень зеленый, и в основном это частный сектор. Что касается места расположения отеля, смотрите, выходя за пределы, буквально в течение 5, 6, 7 минут, кто как ходит, вот в эту сторону, вы дойдете до парка небольшого. Там рядом будут 2 очень хороших таких магазинчика. Дальше, пройдя еще минутки 3, вы попадаете уже непосредственно в центр города Гудауты, где можно походить по улочкам. Также рекомендую на набережной. Есть классные 2 ресторанчика, где мы уже кушали неоднократно. Один называется «Балкон», а второй называется, если не ошибаюсь, «Высота». Если неправильно, можете меня поправить. То есть это получается вот туда прямо, покажу сейчас вот рукой, в ту сторону, буквально от отеля минут 10-15, и вы дойдете до этих замечательных мест, где можно поужинать. Но мы сейчас отправляемся на пляж.
Сзади у меня за спиной отель. И дорога до моря составляет буквально 3 минутки, и вы уже на пляже. Сейчас мы вам покажем вход в море. Пляж, к сожалению, у отеля не собственный, я уже об этом говорила. То есть шезлонгов, зонтиков нет. Сейчас посмотрим, как там обстановочка. Посмотрите, вход, кстати, очень даже неплохой. Здесь, получается, прям есть места, где очень мелкая галька. Ну, естественно, вперемешку с крупной, но вообще не критично. Море здесь очень чистое. Ну и, конечно же, несомненным плюсом является то, что здесь длинный пляж. Не так много здесь отелей, как, например, в Новой Гагре. Столпотворения туристов здесь не будет. Что касается оборудования, то есть пляж сейчас, как вы видите, не оборудован, шезлонгов, зонтиков, ничего этого нет, но сейчас подходили вот там, где, может быть, вам видно, строят деревянный бар. Скоро, сказали, будут шезлонги и зонтики за дополнительную плату здесь. То есть при желании можно взять будет зонтик. Сейчас у нас без 10 час, то есть за 10 минут до обеда. Я сейчас вам покажу, какая очередь. Очередь на обед. Еще раз, чтобы было понятнее. Все было полно, прошло 5 минут, ничего не осталось. Как-то так. Получается, бассейн от ресепшена буквально в 2 минутах ходьбы, то есть вот вы можете видеть. Тут, ну, у меня есть, конечно, тоже вопросики, да, то есть когда здесь будет много туристов, много машин, лето, жара, здесь пыль, и сразу же люди отдыхают. И я, конечно, надеюсь, что что-то поменяется, возможно, делят они парковку, но пока как-то так. То есть как таковой территории в отеле нет. Это вот бассейн один, шезлонги и парковка. Дорогие мои, еще совет вам. Не берите первый и второй этаж. То есть мы при бронировании обязательно будем это учитывать, потому что на первом и втором этаже очень сильная слышимость. Я думаю, что вот вам слышно. Я сейчас нахожусь на втором этаже, рядом с номерами, да? И здесь рядом прям проводят анимацию. То есть это все очень-очень слышно. То есть все в номерах вы будете слышать, все песни, все танцы. Вот посмотрите. Смущать туристов, конечно, мы не будем снимать, не буду. Просто я вам показала, да, что это вот номера, вот она сразу анимация. Рядом там же идет столовая. То есть утром вы слышите, как все бегут на завтрак, как все завтракают, потому что слышно, ну, то есть вплоть до звона бокалов и тарелок. Поэтому, когда мы сначала нас поселили на второй этаж, потом мы переселились, попросили. Живем мы сейчас на 12 этаже, и там все прекрасно. Мы прекрасно спим, у нас очень тихо. Номер с балконом, с видом на море, все шикарно. А здесь на первом, на втором этаже номера еще, кстати, без балконов. Хотелось бы еще отметить это работу персонала в отеле. Вот к ним претензий и вопросов нет от слова совсем. То есть, начиная ресепшеном, заканчивая горничными, все работают слаженно, все очень приветливые, все милые. Несмотря на то, что в отеле такое большое количество туристов, и я неоднократно видела ситуации, когда туристы, ну, немножко неадекватно, к сожалению, себя ведут по отношению к персоналу отеля. Они настолько милые, настолько они выдержаны и корректны в своей работе. Единственное, что я могу отметить, ну, как бы это мое мнение, что персонала немножко не хватает, они не справляются, потому что туристов много, а сотрудников, к сожалению, на мой взгляд, маловато, потому что, ну, вот вчера буквально пример был, молодой человек работал в баре с 9 утра до 11 ночи один, абсолютно, мы разговаривали с ним, его некому заменить,
А клиенты, туристы постоянно в течение всего дня, естественно, приходят на лобби-бар. Вечером людей в лобби-баре собирается вообще очень много. Соответственно, тяжело. Ну что, дорогие наши туристы, хочется подвести итог. Пожили мы в отеле «Россия» в Гудауте 3 ночи и уже готовы делать свои выводы. Давайте начнем с плюса. Самое главное, что я хочу отметить, это, конечно же, то, что отель новый. Здесь все очень чисто, чистые, приятные номера, хорошая постельная. В целом по всему отелю зона ресепшн, общие зоны в ресторане, везде очень чисто. Второй момент, который я бы хотела отметить, немаловажный, здесь очень приятный персонал. То есть ребята стараются, все улыбчивые, все всегда готовы помочь, ответить на вопросы, несмотря на то, что туристов очень много и вопросы порой не совсем корректные, они всегда с большой вежливостью ответят и помогут. Третьим плюсом я бы выделила это место расположения. Находится он в курорте Гудаута, популярный курорт, но если мы сравним, например, с Новой Гагрой или с Пицундой, здесь не будет такого большого количества туристов на пляже в первую очередь. Здесь большой пляж, не так много гостевых домов, поэтому столпотворения на пляже здесь не будет. Еще одним плюсом я бы хотела отметить, что сам курорт Гудаута очень удачно расположен, можно сказать, в сердце Абхазии. То есть вы можете поехать недалеко, съездить в Новый Афон. Также можно доехать где-то за час до столицы Абхазии, это Сухум. По другой стороне у вас Пицунда и Гагра, очень много интересных достопримечательностей есть рядом с курортом Гудаута. Также хочу отметить, это уборку в номерах. Всегда очень чисто, уходишь, приходишь, уже убрали мусор, поменяли полотенчики. То есть не в каждом отеле в Абхазии, поверьте, такое внимание уделяют уборке номеров. Ну и давайте, конечно же, поговорим о минусах. К сожалению, в отеле они есть, и я очень надеюсь, что эти минусы будут со временем учтены. Первое, что отмечу, это, конечно же, шум, гам во всех общественных зонах. Около лифта все время очередь, то есть невозможно реально уехать на лифте домой. Мы живем на 12 этаже и через раз мы ходим пешком. Момент самый главный — это столовая. Очень маленькая, короткая линия раздачи, туристов огромное количество, соответственно, выстраиваются очереди за кипятком, очередь за овощами, ну и за всем в целом. Не хватает столов, то есть вчера я пришла на обед, просто некуда было сесть, развернулась и ушла. Я уверена, что многие туристы поступают так же. Я считаю, что это неправильно. Ресторан должен быть больше, линия раздачи должна быть больше. И элементарно поставить еще один бойлер с кипятком, тогда за чаем не будет выстраиваться такая большая очередь. Следующий момент хочу отметить, к сожалению, здесь нет своего пляжа с шезлонгами и зонтиками. Да? Для гостей отеля это бы, конечно, было бы большим плюсом. И что хочу еще отметить, это, вот можем даже здесь посмотреть сейчас, бассейн прекрасный на самом деле, но рядом парковка, здесь дорога не заасфальтирована, соответственно, летом жара, будет пыль, люди будут купаться, загорать, но тоже как-то не очень. В общем, я постаралась рассказать вам максимально честно о всех плюсах, о всех нюансах этого отеля. А куда отправиться отдыхать, это, конечно, уже решать вам. Ну а мы заканчиваем свое видео. До скорых встреч на нашем канале. У нас много впереди будет интересных, познавательных роликов. Всем пока, до скорых встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал.